Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание кухне и поговорим о том, что ни в коем случае нельзя держать на кухне. Вам нужно избавиться от этого, иначе именно эти вещи, эти предметы притягивают безденежье в вашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, подписаны ли вы, включен ли колокольчик, все уведомления. Также обязательно каждый день заходите на канал Эзотерика для тебя. Много здесь полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас ставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, кухня для нас, даже не для, наверное, для многих людей является центром нашего дома. И еще с давних времен кухню считают сердцем дома. Она несет в себе сакральный смысл, так как отвечает за благополучие всех членов семьи. Она удерживает ту созидательную и положительную энергетику и счастье в нашем доме. Для того, чтобы не накапливать негатив, на кухне нужно постоянно наводить чистоту и порядок, стараться избавиться от вещей, которые могут испортить энергетику вашего дома. Каким же предметом не место на кухне? Вы знаете, очень многие собирают винные пробки, но знайте, что именно такая коллекция может привести к тому, что в доме будет нарушен покой и взаимопонимание между членами семьи. Будет раздражение, которое будет вести к постоянным ссорам. Коробку с пробками немедленно нужно убрать из кухни, и если вы не хотите с ней расставаться, то вынесите тогда ее в кладовку. Далее обязательно регулярно пересматривайте банки с крупами, со специями, с закрутками. Если у вас на кухне неограниченное количество банок, пустых и наполненных крупами, различных пакетов и коробок с продуктами, то вы можете вовремя не заметить, когда они просто испортятся. И при этом, кроме ущерба своему здоровью, это принесет еще и проблемы вашему финансовому благополучию. Поэтому на кухне всегда имейте столько продуктов, столько специй, сколько вы можете съесть. Но не занимайтесь складированием и накоплением, ибо испорченные продукты – это первый шаг к денежным проблемам. Кроме того, помните, что пустым бутылкам из-под соков, молока, подсолнечного масла, банкам из-под огурцов тоже не место на кухне. Пустые емкости будут притягивать в ваш дом одни неприятности, и очень часто они являются причиной безденежья и нищеты. Если вы храните банки для консервации, то храните их в другом месте, например, в кладовке, в подвале, но только, пожалуйста, не в своей любимой кухне. Очень многие имеют плохую привычку складывать принесенные из магазина пустые полиэтиленовые пакеты, упаковки и коробки на кухне, что приносит большой вред положительной энергетике. Кроме того, этот хлам является еще и пылесборником и местом для микробов. Он еще и ворует ваше счастье, затрудняет приход денежных потоков в вашу жизнь, так как пустые вещи влекут за собой пустоту. Все мы с вами пользуемся пищевыми контейнерами. Они напрочь вошли в нашу жизнь. Мы храним в них еду, берем себе обеды на работу, отправляем с ними детей в школу. И они накапливаются на кухне так же, как и пустые пакеты. Но их не стоит иметь в большом количестве, потому что они имеют свой срок годности. На это нужно обращать особое внимание, так как они долго не служат.
Если в процессе использования произошла деформация стенок, крышек, появились глубокие царапины, трещины, к тому же некоторыми из них вы вообще не пользуетесь, они просто занимают пространство у вас на кухне, то, пожалуйста, от таких контейнеров нужно избавляться, так как пустые старые контейнеры также способны забирать положительную энергетику и приведя к потере тем самым финансов. Большое внимание обязательно уделяйте своей посуде, чашкам и тарелкам. Если на них есть трещины, сколы, то они могут не только вас поранить, но и привлечь в дом массу проблем, среди которых будет безденежье, неудачи, неприятности в семье. А надбитая, треснувшая, а тем более еще и битая посуда должна быть немедленно вынесена из дома и выброшена. Такие предметы забирают светлые энергии из дома, счастье и удачу. Также не стоит держать на кухне и старую, а также сломанную технику в надежде, что когда-то она вам, возможно, понадобится. Если ее можно отремонтировать, несите в мастерскую. Если по какой-то причине ремонт откладывается, вынесите ее из кухни в другое помещение, например, в кладовку. Хранение на кухне такой техники приводит к накоплению негатива и мешает проникновению счастливых энергий, лишает душевного покоя и процветания. Также не держите на кухне также исправную технику, которой вы совсем не пользуетесь. Помните, у вас для этого есть шкафы, которые не находятся на кухне. Также большой проблемой для вас могут стать тупые и старые ножи, которые жалко вам выбросить, но они лежат в специальных коробках, притягивая к вам неприятности. Вы ведь знаете, что ножи обладают очень мощной энергетикой, очень быстро способны накапливать негатив и привлекать в дом несчастье. Ножи должны быть всегда острыми и в том количестве, которое вам необходимо для приготовления еды, а остальные, пожалуйста, не храните в доме, тем более на кухне. Если вы любите оставлять грязную посуду на ночь, то знайте, что согласно древним народным приметам, это отнимает благополучие у членов семьи, приводит к ссорам, к проблемам, к ругани, а также к финансовым проблемам. Многие на кухне имеют часы для декора, но вы должны помнить о том, что они должны быть исправными и содержаться в чистоте. Если же вдруг они сломались, их немедленно нужно снять. Оставлять их висеть в таком состоянии, потому что вам жалко выбросить, а это значит, что семье никогда не удастся выбраться из бедности, не будет ладиться и личная жизнь. Также помните о том, что старые изношенные предметы для уборки на кухне притягивают один сплошной негатив, а с ним и финансовые проблемы. От всего этого нужно своевременно избавляться. Если вы хотите избежать бедности, то почаще меняйте именно кубки для мытья посуды и другие предметы для уборки на своей кухне. Также очень опасным является наличие на кухне букетов из сухих цветов. Кроме того, они собирают пыль, но также они еще и притягивают негативные энергии, ну и как следствие в семье ссоры, проблемы на работе. Поэтому нужно немедленно освободить кухню от вышеперечисленных предметов, потому что энергетическая чистка поможет вам изменить вашу жизнь, при этом только в лучшую сторону и, конечно же, избавить вас от очень многих проблем в вашей жизни. Мы надеемся, друзья, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами уже в следующем видео.